простыми словами, что такое метавселенная? Ну, в самом определении, да, есть слово мета, да, это некое виртуальное пространство, вот, которое позволяет объединять физические и виртуальные миры. Вот, то есть это классическое определение. Вот, потому что сейчас, как развиваются проекты? Многие проекты называются метавселенными, но при этом, да, делают виртуальный мир, но именно иммерсивность, да, такое понятие есть, иммерсивность, то есть это вот связка, да, как молекулы, то есть физического и виртуального пространства. Иммерсивность там отсутствует. То есть, поэтому в классическом понимании метавселенная — это объединение физического и виртуального мира, а под этим уже можно понимать, что это значит, что внутри метавселенной можно использовать сервисы, такие же, как вот в физическом мире, всевозможные модели купли-продажи, обучения, ну и вот там бесконечное множество. То есть есть уже рабочие механизмы. К примеру, в метавселенных, то есть обитает не человек, а его некая виртуальная сущность, да, то есть, которая называется аватар. И вот, предположим, мы находимся сейчас в неком виртуальном пространстве, да, вот зритель нас смотрит, то есть мы для них в виртуальном пространстве. И в данном случае мы являемся аватарами. Вот аватар, то есть делает определенное действие в метаверсе. Неважно какое, то есть может быть абсолютно разное. Может он рисует, бегает, ходит, что-то ищет, может играет, вот абсолютно любое действие. Он зарабатывает за это некие очки, токены, баллы, простым языком. И вот в рамках, допустим, Бишкека вот, существуют некие партнеры, предположим, кофейни. Вот. И, соответственно, если этот аватар, его, вернее, физическая сущность, да, то есть я как человек, вот, тоже нахожусь в Бишкеке, то есть я спокойно, то есть аватар подходит к виртуальной кофейне, у него на счету, на балансе есть некие токены, баллы, он покупает виртуальное кофе, но я как человек, допустим, проходя мимо этой кофейни, просто туда захожу и бармену там показываю условный код, там QR, ну вот неважно, да, то есть какую-то метку, и по ней я забираю свой кофе. То есть сделка происходит внутри метавселенной. Причем самое интересное, что при этом человек-аватар не тратит, по сути, реальных денег. Почему? Потому что метавселенная — это еще про внутреннюю экономику, которая формируется внутри метавселенной. А вот у тех, кто создает такие метавселенные, в чем их выгода? Ведь они, получается, не получают деньги и не платят эти деньги. Как получается так, что мы, не тратя реальные деньги, зарабатываем через метавселенную? Здесь, понятие я постараюсь упростить, да, потому что очень много есть этапов, да, то есть это целый процесс. Первое, с чего начинается, это с токена, да, то есть, токен — это как условные деньги, да, в метавселенной, в кавычках возьмем utility, да, то есть что такое utility, то есть они необходимы для расчета внутри метавселенной, не в физическом мире, внутри метавселенной. Вот. И, соответственно, токен, чтобы у него появилась ценность, у него должны быть продавцы и покупатели, как на рынке. То есть вот сделки должны организовываться. То есть это листинг называется. То есть когда метавселенная выходит на рынок, делается листинг токена, и, соответственно, за листингом появляется экономика. То есть есть покупатели, есть продавцы. То есть если у токена появляется ценность, то есть у него появляется ценность и цена. Когда у него появляется цена, в метавселенной вот есть внутренняя экономика. Что такое внутренняя экономика? Это значит, что как в нашем физическом мире есть затраты, есть доходы, то есть есть работа, которую я делаю, может, я там супергеймер, я хорошо в игры играю, да, я за это тоже какое-то вознаграждение получаю. В общем, любым способом я там, тысячи вариантов, реально тысячи вариантов, как в метавселенной можно зарабатывать деньги. Вот, я получаю в виде вознаграждения вот как раз-таки эту единицу, некий токен. И этот токен, он же имеет ценность, да, цену. Соответственно, раз он имеет ценность и цену, то есть я его могу менять, по сути, на другие ценности, которые имеют цену, да, то есть в данном случае кофе. То есть, образуется знаете, вот здесь даже нужно отходить от понятия метавселенной, нужно просто посмотреть на наш физический мир. Да, то есть если я для этого мира, вот для физического, не делаю ничего ценного, то денег у меня, как правило, тоже не совсем много, да, как бы. И в метавселенной также, если я, просто там пришел только с целью заработать, навряд ли у меня что-то получится, потому что если я хороший художник, я буду там зарабатывать деньги, я снимаю видео, я пишу тексты, я хороший 3D-дизайнер, я могу делать, программить, кодить что-то. То есть появляется ценность для метаверса. И вот эта вот ценность, она, метаверс как бы как вознаграждение, это как такая виртуальная огромная сущность, взамен дает как бы деньги, по сути, токены-деньги. Сейчас также существует множество игровых метавселенных. Расскажите подробнее, чем NFT Metaverse отличается. Игровые метаверсы, по сути, да, это история, где в основном преобладают игровые механики. Рынок гейминга огромен, поэтому, естественно, в плане предпринимательства
если у тебя, ты сталкивался с играми, естественно, вот ребята делают игровые метаверсы, да, и у них это хорошо получается. Вот. У нас история как раз-таки про не только игры, да, то есть мы пользователю даем возможность, если ты хочешь продавать товары, продавай, если ты хочешь играть, играй, если ты занимаешься обучением, обучай, если ты университет, пожалуйста, заходи сюда как университет, в виртуальных залах как бы обучай, в виртуальных аудиториях обучай студентов и так далее, да, то есть если ты банк, пожалуйста, то есть там открывай виртуальный офис и продавай через метаверс свои финансовые услуги. Вот, если ты занимаешься рекламой, пожалуйста, открывай виртуальный офис, делай маркетинговое агентство, продавай свои услуги. Ну, то есть мы, вот в самом начале я говорил понятие иммерсивности, да, то есть вот это сращивание виртуального и физического пространства. И вот этот концепт, он все больше и больше укрепляется, потому что если ты геймер, ты зашел сюда в отдельную локацию, и ты там играешь, ты, в принципе, выбираешь игры, которые тебе нравятся, и ты также играешь. Но только ты еще за это, ну, плюсом, как бы, до бонуса деньги получаешь. Вот. И так далее, и так далее. Вот. Если тебе нравится просто смотреть фильмы, пожалуйста, ты зашел, ты смотришь только фильмы. Вот. Поэтому вот в чем основное отличие. Да? То есть мы, как бы, по сути, стараемся сделать вот копию нашего физического пространства. С теми же услугами, вот. Но так, чтобы... скажем так, чтобы пользователь получал максимальное количество благ в рамках этого виртуального пространства. Как появилась эта идея? Знаете, еще в 2017 году тогда был такой проект, назывался CryptoKitties. То есть они использовали NFT. И никто практически вообще не понимал, что это такое. Я тоже до конца не понимал. Ну, NFT, что-то картинки какие-то там, какие-то котики, их там спаривали, получали детей, этих детей продавали, в общем, в виде картинок. Ну, в общем, какая-то типа белиберда. Но когда 2020 год пришел, то есть огромнейший пик, волна, хайп, спроса на вот именно NFT. Вот. А так как у меня есть опыт в IT, я стал задумываться над тем, как это использовать. Да? То есть картинки как таковые мне не интересны, потому что это было понятно, что это тренд набирающий, потом он упадет, да, художники хорошие, они будут на этом зарабатывать, но общая масса, там 90%, просто на картинках, трудно будет, да, зарабатывать. Вот. Но что такое NFT? NFT, вовнутрь NFT можно добавить практически любую ценность. То есть там, штрих-код от реального товара, там, услуги и так далее, и так далее. И здесь появилась история уже как раз связанная с метавселенной, потому что в метавселенных основной актив это как раз-таки NFT. То есть там все так или иначе заворачивается в NFT, да. То есть, но эти NFT, они динамического характера, то есть они как бы постоянно наполняются, дополняются, и у них все больше и больше ценностей появляется. И, соответственно, я со своей стороны, как бы идейный план, там что-то в голове, процессы, да, начали происходить. Я начал задумываться над тем, что нужно использовать те знания, которые есть, знания об NFT, соответственно, понятия метавселенных, и вот все оно начало срастаться непосредственно в такой в идейный пока, на тот момент, в 2020 году, в идейный пласт, да, метавселенной. Соответственно, я пока без команды сделал там первые участки, выставил их на OpenSea, они успешно продались. То есть я как по модели стартапов, да, я, скажем так, посмотрел спрос, да, то есть спрос есть. Соответственно, вокруг участков начал уже разрабатывать концепцию метаверса. То есть родилась концепция вот как раз-таки NFT метаверс, то есть как раз-таки Create and Earn Metaverse, мульти-блокчейн метаверс. Вот. И потом уже, да, то есть появились первые деньги, и команда, рост, и вот как уже по принципу развития стартапов, да, мы там растем, потихоньку развиваемся. Допустим, какая-то компания или банк, давайте возьмем банк, который хочет стать частью NFT Metaverse и работать там. Как это происходит? Обычный пользователь, есть два сегмента. Первый сегмент — это просто free user, да, то есть, который ничего абсолютно не платит. Он заходит туда, и он, в принципе, начинает в рамках этого пространства развиваться. И в зависимости от того, как он развивается, у него начинают появляться некие блага. Есть второй вариант, да, то есть, когда у меня есть немножко денег, я могу купить один или несколько активов метаверса и сразу, скажем так, начать не с первого этапа или там с нулевого, а сразу там с пятого, седьмого. Вот, то бишь, это участки земли, это ID-карты. Что такое ID-карты? ID-карты — это некие такие паспорта, которые дают в рамках метаверса определенные привилегии, в том числе там супер доступ к конструкторам, к 3D-моделям, к механикам и так далее. И есть вот DAO-аватары, где
как раз-таки на основе DAO-аватара формируется вот DAO-сообщество. Вот в рамках DAO там больше 10 источников дохода. Это только в рамках DAO, не считая тех доходов, которые еще в самой метаверсии есть. Вот. И, соответственно, сегодня вот Mint завершился, то есть пользователи бесплатно забирали NFT-ключи от метаверса, которые дают пользователю преимущество находиться в пространствах, получать бонусы, призы, раздачу токенов, и так далее, и так далее. Очень много плюшек. В принципе, это как, вот физически представить ключ, который подходит там практически ко всем дверям в метавселенной. Их там совсем немножко, 4095 штук. Буквально за утро, за 10 минут 4000 человек стали обладателями вот этих ключей. Да. У бизнеса тоже есть несколько вариантов. Во-первых, бизнес, как заказчик, может вообще в метаверсии заказать себе условно вообще отдельную локацию. То есть есть метавселенная, есть участок земли, и мы, как метавселенная, бизнесу предоставляем участок, с хорошей локацией, да, и бизнес на нем разворачивает с помощью наших программистов какое-то эксклюзивное пространство. Прям чтобы понятно, да, там какой-то банк, вот он имеет такое название, такие-то привилегии, функции и так далее. И вот только этот банк будет иметь определенные привилегии, правила, локации и так далее. И то же самое касается других бизнесов. Если это сеть кафе, пожалуйста. Следующий вариант — это когда бизнес просто покупает участок земли и сам, может быть, у них есть такой порыв, да, то есть они не хотят доп. Средства тратить, они купили участок, и начинают просто сами разворачивать там свою деятельность так, как они считают нужным. Поэтому вот такие есть варианты. Средняя стоимость участка от скольки? Значит, стоимость участка, я сразу Matic, да, это блокчейн Polygon, есть там такая валюта Matic, я сразу, то есть Matic переведу в доллары, да, и скажу примерную стоимость. Почему? Потому что у Matic есть волатильность, он прыгает туда-сюда, и, соответственно, цена меняется. Да. А на данный момент стоимость участка $190-200, это минимальная, и максимально $2000. То есть вот такая корреляция. 6 видов участков есть, и вот там идут, получается, $200, 500, 770, и получается, до $2000. Получается, вот самый дорогой — это как раз то, что вы говорили, где бизнес может свою локацию выстраивать, или это по объему? Там есть несколько свойств. Это объем, это делимость. Да, про делимость, я думаю, тоже будет интересно. Что такое делимость? Это когда вот всего в метаверсе есть 10 тысяч участков земли. И наша задача, вот как разработчиков метавселенной, сделать так, чтобы эмиссию новых участков делали сами пользователи. Мы пользователям отдаем эти участки, вернее, они покупают. Но у каждого пользователя, в зависимости от категории, которую он купил, у него есть делимость, есть объем. То есть чем дороже участок, чем категория участка выше, тем больше объем, делимость и больше уровней доступа к механикам и конструкторам. Если у меня немного средств, я могу участок стандарт взять за $200, я могу на нем начать разрабатывать что-то, если мне понравилось, я могу просто уже тогда внутри конструктора сделать небольшой апгрейд и, в принципе, пользоваться услугами, доступом уже на уровне участка элит, VIP и так далее. Мы понимаем, да, что не у каждого пользователя есть 1, 2, 3, 5 тысяч долларов, да, для того, чтобы... то есть наша задача сделать так, чтобы пользователь начинал либо с условно-бесплатного, да, либо с бесплатного, либо с небольшой совсем оплаты. Наша задача сделать как раз-таки так, чтобы метаверс он был доступен максимальному количеству людей. Сейчас у вас 10 тысяч мест. А что будет, когда эти все 10 тысяч мест заполнятся? Да, 10 тысяч участков. То есть мест, участков, да. Что будет происходить? То есть ИИ, то есть программный скрипт, искусственный интеллект, в зависимости от потока входящего спроса, да, то есть мы понимаем, что информация о метаверсии все больше, больше, больше раскручивается, то есть начинает идти новый поток людей, которые хотели бы. Но так как этих первородных, да, участков уже нет, как раз-таки вопрос с делимостью, да, то есть искусственный интеллект говорит, то есть допустим, у меня участок стандарт, который делится на 12 еще участков. Искусственный интеллект говорит, смотри, сейчас на рынке появился спрос, то есть ты сейчас можешь 2 доли своего участка продать по такой-то цене. Я сам выбираю, я продаю или не продаю. Представьте, да, есть участок стандарт, делится на 12, есть участок элит, уже делится на 24 куска земли. То есть чем выше категория, тем больше делимость. Соответственно, исходя из логики, получается так, что спрос растет, делимость тоже начинает возникать.
То есть получается, что не возникает момента, когда предложение опережает спрос, то есть это вот коррелирует постоянно. Сейчас еще там 10 тысяч участков не выкуплены, да, то есть как бы, ну, мы там первый сейл небольшой провели, вот первые люди купили, и по мере развития проекта, как бы, ну, метаверса, да, мы будем постепенно сейлы, да, как бы увеличивать. Здесь какой еще параметр, да, то есть пользователь сам определит, либо он сейчас зайдет, вот, ну, купит участок, да, условно говоря, там, за 200-500 тысяч, там, $2000 на делимости, на пассивном доходе он заработает. Либо он зайдет уже там, во вторую, третью, там, пятую, седьмую очередь, и он будет покупать уже, ну, вот эти фрагменты. Да, то есть, ну, это тоже полноценный участок, но просто у него уже не будет функции делимости. Вот в чем еще как бы фишка, да, что вот это первые инвесторы, да, покупатели, у них есть, ну, как в принципе часто бывает, да, всегда больше привилегий. Поэтому мы тоже так поступаем. То есть мы даем первым пользователям, первым приверженцам максимальное количество благ. Пользователь в любом случае не проигрывает. То есть он, какого бы вида он ни купил участок, это не значит, что его там заблочили и сказали, все, ты вот там никогда в жизни тебе не видать тех благ, которые есть там у самого дорогого там участка или там у DAO аватара или там у ID-карты. Когда ты заходишь как аватар, у тебя нету своего участка. Нет. Но как тогда ты зарабатываешь? Когда пользователь появляется в метаверсе, виртуальный помощник ему, ну, подсказывает, что ему лучше сделать. То бишь, если он пришел, как бы вилка выбора появляется. Если я зашел играть, будет одна история. Если я зашел зарабатывать, будет совершенно другая история. Виртуальный помощник его начинает вести по пути, где он самым эффективным образом сможет зарабатывать деньги. А что это, да, то есть какая деятельность будет, ну, я пока могу только предполагать. Потому что в тот момент уже будет аудитория, спрос-предложение, то есть и в рамках этого концепта только вот люди, которые в рамках этого пространства смогут, ну, формировать, да, этот рынок. То есть, я не знаю, может это, как я пример приводил, да, может быть, спрос на виртуальных садовников будет такой, что я гарантированно могу зайти, ничего там не умея делать, нажать на кнопку, каждый день подстригать виртуальные кусты, да, зарабатывать при этом там $500-600 в месяц. Да. Такие примеры уже есть в метаверсе. На данный момент, что доступно фри-пользователям? Что они могут сделать? Сейчас, так как мы находимся в преальфе, да, то есть у нас еще нет полноценного виртуального, ну, вот, пространства, да, где пользователь бы мог вот, ну, то, о чем я говорю, все вот, ну, испытать. Пользователь сейчас может сделать бесплатный аватар себе, может, получается, ну, там, участки ID-карты. Причем ID-карты, чтобы вы понимали, это, ну, вообще условно бесплатная штука, потому что она стоит там $1,5-2. То есть пользователь может сейчас пока, то есть, ну, купить себе активы по самой доступной цене, создать аватара и, соответственно, максимально следить за анонсами, чтобы не пропустить запуск. Вот, потому что при запуске каждый пользователь, который обладает каким-то активом, как раз-таки начнут, ну, получать наибольшее количество благ. Сейчас сколько у вас пользователей и сколько владельцев участков? По сообществу, да, я скажу, сообщество у нас больше 150 тысяч человек. По ассетам. Я просто в уме считаю, потому что сегодня еще добавилось 4000 человек, да, то есть получается по ассетам 11-12 тысяч, с учетом этой новой цифры, да. Из них участков не так уж много, там порядка 450 человек, а все остальное это ID-карты, аватары и, получается, ключи. Пользователи, которые к этому моменту обладают каким-то активом, вот, они будут, во-первых, еще штука какая, то есть владелец каждого ассета по нашему вот протоколу, да, еще получит раздачу, ну, токена плюс, которая на листинге, ну, будет стоить денег. Это с нашей стороны некое вознаграждение за доверие, за то, что пользователь решил, еще не имея, ну, вот, полноценно пользоваться, но вот за веру, да, в проект, за веру там, в основателей, в команду, то есть уже может как бы плюсом, то есть по идее еще не войдя в виртуальное пространство, при выходе альфы уже получить благо. А когда выходит альфа, там, ну, начинают уже работать вот, ну, экономические процессы. Поэтому, ну, вот это то, что, о чем я говорил как бы ранее. Почему находимся в Бишкеке, да, мы же на форуме были, да, и как раз-таки питчили перед инвесторами. То есть сейчас метаверс, ну, развивается поэтапно, ну, не торопясь, да, то есть, ну, мы идем вперед, мы делаем разработку,
Для того, чтобы ускорить этот процесс, мы как раз-таки вот с венчурными инвесторами, да, ведем переговоры, чтобы мы альфу там разрабатывали еще не полгода, да, чтобы мы это сделали там вот за 2 месяца, потому что к этому моменту все готово, команда, ну, и так вот над этим работает, движок у нас, ну, полностью готов. При самом лучшем развитии сценария, когда планируется запуск? Сценариев несколько, да, то есть первый сценарий — это когда вот мы сами своим ходом, грубо говоря, с личным финансированием, да, там, меня как фаундера, да, то есть я делаю за свои деньги, и мы вот идем вот по такому роудмэпу, как мы сейчас идем. Это там 6-7 месяцев. Если приходит фонд, это сроки там сжимаются в 2 раза. Если приходят организации, да, которые говорят, что нам, ну, нужно вот, ну, у нас движок полностью готов, да, то есть мы можем прямо сейчас заводить уже, ну, бизнесы, да. Это третий сценарий, потому что при таком сценарии первый, кто в метавселенной вообще появляется, это бизнес-составляющая, то есть бизнесы первые, то есть получается бизнес, который приходит, он получает сразу всю аудиторию, которая есть. То есть переговоры с инвесторами, личное финансирование, переговоры с компаниями, вот. И там еще внутри еще есть несколько вариантов вообще развития событий, потому что заходят иногда частные инвесторы, да, а частные инвесторы, ну, то есть ангелы, да, у них тоже финансирование может быть абсолютно разным. То есть мы не знаем, какой инвестор придет завтра, но если придет инвестор, да, там, ангел, да, который скажет, что я готов 300 тысяч долларов выделить, да, для того, чтобы, ну, ускорить процесс, да, но там будут какие-то условия, мы тоже будем этот вариант обсуждать. Ну, то есть мы как бы не однополярные, да, то есть у нас, ну, как бы в рамках бизнеса мы рассматриваем абсолютно все варианты. Будет ли возможность у среднего и малого бизнеса из Кыргызстана при их желании интегрироваться в это пространство и работать, допустим, с вашей аудиторией, которая живет, как я понимаю, в Америке. Ну, по всему миру, да, там больше 20 стран, которые да, в сообществе, вот. да, то есть находятся. они смогут заключать какие-то договора? Да, и причем, ну, так как вот вчера мы были на переговорах интересных, вот, и мы понимаем, что вообще Кыргызстан это на самом деле может быть, на примере Дубая, да, я вот вам рассказывал уже, то есть Кыргызстан вообще может быть одной из первых стран, которая вот в рамках азиатского региона может заявить вообще о том, что мы, ну, вот первые, да, кто через метаверс вообще делаем развитие, не только бизнеса, да, вообще, ну, государства как бы в целом. Вот, и это дает огромнейшее преимущество. То есть не только малому, большому, среднему бизнесу, людям, которые здесь живут, но в целом на государственном уровне, ну вот вообще, да, как бы в принципе, потому что, ну, пример Дубая, да, то есть когда они заявили о том, что метаверс, о том, что они открывают там 40 тысяч рабочих мест в метавселенной, ну, то есть до сих пор эта новость, уже прошел год, но до сих пор эта новость вот, ну, по такому графику идет, да, и об этом говорят все, знают все, и, ну, а почему здесь это не сделать? Это тоже, кстати, один из вариантов, как, ну, то есть в бизнес-модели, как эффективно развиваться.